Всем привет! Давайте сегодня с вами поговорим о пищевых извращениях лошадей. Для того, чтобы понять, откуда они происходят, нам нужно несколько слов проговорить про кормление лошадей. Про кормление лошадей мы с вами поговорим очень-очень кратко, потому что такая наука, как кормление лошадей, она очень объемная, очень серьезная. Специалисты по кормлению лошадей обучаются несколько лет. Они учат очень много смежных дисциплин, начиная от органической химии, неорганической химии, биохимии, ботаники и так далее, и так далее. В том числе они учат не только кормопроизводство, но и агрономию. Это очень важно, потому что, помимо всего прочего, в агрономии включает в себя знание удобрений, а удобрения могут очень серьезно влиять на организм лошади, поэтому все это необходимые знания. И непосредственно само кормление лошадей – это лишь небольшая часть огромной науки по кормлению лошадей, составлению рационов и прочее. Хочу сразу сказать, что специалисты-ветеринары не являются специалистами по кормлению, потому что это совершенно разные огромнейшая разница между ветеринаром и человеком, который разбирается в кормлении. У ветеринаров в обучении у них весь курс кормления лошадей занимает всего лишь каких-то несчастных полгода. И это только исключительно ознакомительный курс. То есть им просто показали о том, что лошадь можно кормить, рассказали, какими кормами, и они составили несколько рационов, и все. Это не значит, что ветеринар не может стать специалистом по кормлению. Конечно же, может. У него есть базовое образование, очень многие понимания. И ветеринар может стать специалистом по кормлению, но для этого ему надо учиться, учиться и учиться, пройти огромное количество дополнительного обучения самостоятельного. Но сам по себе ветеринар, закончивший просто вуз и не занимающийся постоянно самосовершенствованием и самообучением, он не является специалистом по кормлению. То есть если у вас есть какие-то серьезные вопросы по кормлению, нужно именно искать специалиста по кормлению. Они есть, и обращаться к ним, и уже непосредственно с ними решать все вопросы. Следующее, что нам нужно знать про кормление лошадей, это то, что на самом деле единственный человек, который отвечает за здоровье лошади, это ее владелец. И никто больше. Ни хозяин конюшни, на которой стоит лошадь, ни какие-то подсобные рабочие, ни тренер, ни берейтер, никто из них за здоровье вашей лошади не отвечают, только владелец. Поэтому не рассчитывайте на то, что кто-то там придет и расскажет вам, что там ваша лошадка заболела или нет. Конечно, если люди будут честны и вам об этом скажут, или они вообще это увидят, это будет прекрасно. Но, еще раз, никто из них реально за здоровье вашей лошади не отвечает, только исключительно владелец лошади. Поэтому в каких-то минимальных вопросах владелец лошади должен разбираться обязательно. Итак, что же нам нужно знать непосредственно про кормление лошадей? Самое первое, что нужно знать, это то, что все основные питательные вещества лошадь получает из сена, или из травы, если она пасется. Итак, сено является основным источником питательных веществ. Жиры, белки, углеводы, витамины, минералы – это все лошадь должна получать из сена. То есть сено должно быть достаточно качественным, чтобы перекрывать все основные потребности лошади. Про сено мы с вами еще раз немножечко поговорим. Уже когда перейдем непосредственно к самим пищевым извращениям. Сейчас давайте упомянем еще такой момент. Для лошади, так же как и для человека, очень важна соль. Натрий хлор. Обычная пищевая соль или морская соль, это уже детали. Но она обязательно должна быть в рационе дополнительно, помимо сена. То есть это то, чего точно нет в сене. И когда мы кладем лошади лизунец, обычно хозяева покинули лизунец, и все, счастливы. Значит, у лошади уже есть соль. Нет, этого недостаточно. Для того, чтобы лошади закрывать потребность в соли, ей нужно обязательно добавлять непосредственно в питание саму соль. Что происходит, если соли в рационе недостаточно? Лошадь начинает искать любую возможность получить хоть какую-то соль. Например, она начинает все лизать.
Например, она начинает лизать человека, потому что наши поры выделяют вместе с потом, с сальными железами выделяется также натрий хлор, и он становится очень привлекательным для лошади. То есть, если вы увидите, что лошадь начинает лизать все подряд, то первое, что нужно проверить, это достаточно ли в ее рационе соли. Следующее, о чем мы с вами поговорим, это о незаменимых аминокислотах. Сейчас в интернете появилось много заразных таких вирусных видео, когда лошадь кого-нибудь съедает, там, мышку, цыпленка, еще кого-нибудь, и все очень удивляются этому. Первое, что нужно, о чем нужно подумать, это о том, что лошади, скорее всего, не хватает либо в целом белков, либо незаменимых аминокислот. Скорее всего, второе, потому что если ваша лошадь получает только исключительно злаковое сено, то, скорее всего, в ее рационе не хватает аминокислот, и поэтому лошадь начинает искать возможность закрыть белковую потребность другими путями. Самый лучший способ обеспечить лошадь незаменимыми аминокислотами и белками – это добавить в рацион ее сено люцерны или других каких-то бобовых трав, допустим, вики посевной или еще какие-то варианты возможны, может быть, клевер. Таким образом, в принципе, добавление 20% к злаковому сену будет достаточно для того, чтобы перекрыть потребность по белкам. То есть, еще раз, если мы не хотим дождаться извращений каких-то белков, связанных с белками, то есть мы должны знать, что если у нас лошадь получает исключительно злаковое сено, то нам нужно обеспечить ей дополнительно незаменимые аминокислоты. Оптимально сделать это с помощью люцернового сена. Если у нас такой возможности нет, никаких других вариантов по бобовым культурам никаких нет, тогда уже думаем, как еще что-то вводить нужно в рацион, чтобы перекрыть незаменимые аминокислоты. Например, ячмень содержит очень неплохой аминокислотный состав, и можно тогда уже добавлять его. Обычно в рационе лошади достаточное количество углеводов. Ну, конечно, при условии, что она получает достаточно сена. Достаточно сена – это где-нибудь так 12 килограмм в среднем на лошадь. Точнее, не скажу, потому что все индивидуально, зависит от размеров лошади, от ее нагрузок и всего остального. Но когда лошадь получает 6-7 килограмм сена, это, конечно же, абсолютно не удовлетворяет ее и не закрывает потребности. Но если у нас лошадь получает достаточно сена, но при этом она вся такая несчастная и вялая, и нам нужно, чтобы она была более энергичной, можно попробовать добавить ей овес. Овес будет самым лучшим источником энергии для лошади. Но, разумеется, не ведро, а там в общей сложности максимум, сколько можно добавить, это до 2 килограмм овса в день. Разумеется, такое количество в большинстве случаев не нужно. Можно попробовать начать добавлять там с очень небольшого количества, там буквально с 50 со 100 грамм, и смотреть на реакцию. Еще такой очень важный момент, который на самом деле для многих лошадей и владельцев является чуть ли не проблемой. Очень многие люди не понимают, как работает желудочно-кишечный тракт лошади, и из-за этого возникает очень много проблем. Дело в том, что основной момент, который нужно знать, и из-за которого очень много возникает серьезных заболеваний, это то, что лошади ни в коем случае нельзя вводить новый корм резко. То есть даже оптимально, когда вы меняете просто одно сено на другое, даже с того же хозяйства, но нового урожая, допустим. Не говоря уже про смену другого сена, не говоря уже про введение каких-то других кормов. Все это должно производиться очень-очень постепенно. Вообще идеальный вариант – это 21 день смена одного корма на другое. Хотя бы должно быть минимум 14 дней. Что значит смена одного корма на другой? Допустим, вы вводите новое сено, вы продолжаете давать старое, но сегодня вы, допустим, стали добавлять там килограмм нового сена в рацион, а завтра вы там 1,5 килограмма, грубо говоря, конечно же.
И постепенно, и, разумеется, предыдущее сено на этот килограмм вы даете меньше. И таким образом постепенно вы вводите уже новый продукт, вводится совершенно вот порционно, крошечными дозами. Вы увеличиваете новый продукт и постепенно выводите старые. Почему это должно происходить обязательно? Потому что основной способ переваривания лошадей – это микробный. То есть, когда вы начинаете давать резко новый корм и заканчиваете давать старый корм, то все те микробы, которые переваривали в кишечнике предыдущий корм, им уже нечего кушать, они все умерли, а новый корм переваривать нечем, потому что новые бактерии еще не размножились и не начали переваривать новый корм. Таким образом, лошадь получает от смерти предыдущих микробов и от того, что она получила огромное количество нового корма, который переваривает нечем, лошадь получает огромное количество токсических веществ в своем желудочно-кишечном тракте. И происходит отравление, колики и все что угодно. Поэтому нужно все время помнить о том, что самый главный фактор, из-за которого очень часто происходят проблемы с пищеварением у лошадей, это именно резкий переход с одного вида корма на другой. Поэтому нужно с этим очень тщательно следить. Итак, про белки и жиры про белки и углеводы мы с вами очень поверхностно, но прошли. Теперь давайте поговорим немножечко о жирах. Необходимо выяснить причину пищевого извращения какого-то необычного у лошади. И вот мы уже проверили там белки, проверили углеводы. И следующее, что нужно проверить, это жиры. Очень часто именно вот незаменимых жирных кислот в рационе лошади, как правило, может не хватать. Обычно начинают добавлять различные масла. При этом впадает в две крайности. Первое, что нужно знать о незаменимых жирных кислотах, это то, что они есть групп омега-3 и омега-6. Обычные распространенные незаменимые жирные кислоты омеги-6 встречаются, есть во всех маслах. Они обеспечивают наш организм оборонительными силами для борьбы с различными заболеваниями. То есть это, грубо говоря, то, что те жирные кислоты, которые обеспечивают воспалительный процесс в нашем организме. Второй вид незаменимых жирных кислот – это омеги-6. Там линоленовая, арахидоновая и другие. И они нужны для того, чтобы как раз процессы воспалительные уменьшать. Вот для того, чтобы наш организм правильно и адекватно реагировал на различные агрессивные факторы и использовал, например, посторонние микробы для того, чтобы питаться, а не для того, чтобы наш организм заболел и организм наших лошадей. Вот эти вот незаменимые жирные кислоты омеги-3 и омеги-6, они должны быть сбалансированы. Но при этом незаменимые жирные кислоты группы омега-3 есть в только двух продуктах, которые доступны для кормления лошадей. Это рыбий жир и льняное масло. Первое, что нужно знать про льняное масло, если у него появляется запах рыбы, значит, льняное масло это уже прогоркло, его нельзя давать, потому что там уже омеги-6, там уже испорченные другие продукты, канцерогены и прочее. То есть омега-3 вы будете иметь только тогда, когда льняное масло не испорченное. Поэтому с этим нужно быть очень-очень аккуратным. Если льняное масло начало уже отдавать запахом рыбы, значит, его давать уже нельзя. С этой точки зрения, конечно, более удобный рыбий жир, потому что, как правило, он стабилизированный и портится гораздо хуже. И помимо этого, в рыбьем жире, кроме непосредственно незаменимых жирных кислот, есть еще и витамины, витамин D. Таким образом, рыбий жир, конечно, в даче удобнее
Есть различные предположения о том, усваивается ли у лошадей в достаточной степени рыбий жир, и что лучше, да, рыбий жир или льняное масло. Вот исследования по лошадям нет, а исследование на людях говорит о том, что рыбий жир усваивается намного лучше, чем льняное масло. Следующее пищевое извращение лошади, о котором следует упоминать, это так называемая капрофагия, поедание кала других лошадей или своего собственного. Значит, если это делает взрослая лошадь, это является патологией. И самое первое, что нужно сделать, это проверить количество сена, которое лошадь съедает, потому что главная причина, первая причина, по которой это происходит, это нехватка клетчатки. Следующая причина, по которой может это происходить, то есть если вы посмотрели, что лошадь съедает много сена, но при этом все равно продолжает кушать кал, значит, следующая причина, по которой это может быть, это расстройство кишечника, то есть микрофлора в кишечнике по какой-то причине не справляется с переработкой, и ей нужно вводить в рацион пробиотики тогда. Но это только в случае со взрослыми лошадьми, потому что для жеребят поедание кала взрослых лошадей является нормой. Таким образом, они наполняют кишечник нужными микроорганизмами, которые будут всю жизнь с ними и будут перерабатывать пищу, потому что, как я уже говорила, основной способ переработки пищи для лошади – это микроорганизмы в ее кишечнике. Если же мы видим с вами, что лошади едят землю, то с большой долей вероятности лошадям не хватает каких-то микроэлементов. Поэтому здесь уже самым оптимальным способом проверки является анализ крови. То есть вы сдаете анализ крови на все основные минералы и смотрите. Но здесь следует такой маленький момент. Как правило, вы должны просто понимать, что в крови поддерживается гомеостаз. И если нахождение в крови какого-то микроэлемента не находится за порогом, это совершенно не означает, что этого микроэлемента достаточно лошади. Вы должны смотреть, даже если оно приближается к порогу. То есть каждого микроэлемента должно быть вот примерно где-то посередине от той линейки, которая предложена. Наиболее таким существенным моментом нарушения минерального обмена является соотношение кальция и фосфора. Если лошадь получает достаточно сена, то, как правило, она получает достаточно и кальция. Если же лошадь сена получает недостаточно, но при этом получает концентраты, то почти наверняка кальция в ее рационе не хватает. Почему? Потому что в концекормах намного больше фосфора, а кальций и фосфор, являются антагонистами друг к другу. Когда в рационе какого-то из этих элементов становится много, то второго становится еще меньше, потому что он будет вымываться из организма. Как правило, проблемным является именно кальций, если не хватает сена в рационе. Но если вы кормите только исключительно одним сеном, то в рационе может не хватать фосфора. И тут нужно уже балансировать рацион, смотреть их соотношение кальция и фосфора. Есть еще целый ряд других микроэлементов, например, магний, калий и так далее, которые также могут быть в дефиците. Если вы вводите небольшое количество подкормки сбалансированной, то, как правило, вы закрываете проблемные участки по соотношению микроэлементов. Поэтому сказать, что лошадям вообще категорически нельзя давать подкормку, сложно, потому что иногда это необходимо. Но это не значит, что подкормки нужно давать много. Но если у вас лошадь не несет никакой нагрузки или несет минимальную нагрузку и получает только сено, то вполне возможно, что можно просто купить подкормки именно минеральные
и давать их. У нас вот кони очень любят такое, у них покупается регулярно ведерко с минералами, и они с огромным удовольствием оттуда все это лижут. И очень быстро его съедают с большим удовольствием. Про витамины. В принципе, если у вас лошадь получает качественное сено, такое зелененькое, но не ядерно-зеленое, или и желательно пасется летом, то, в принципе, как правило, вопрос по витаминам у них закрывается. Если же лошадь имеет какие-то проблемы с здоровьем, если же лошадь имеет проблемы, например, с весом, если лошадь имеет проблемы какого-то обменного характера, например, ее шерсть не яркая, блестящая и так далее, вполне возможно, что ей нужно вводить в рацион дополнительные витаминные подкормки. Итак, это вот мы прошлись очень-очень кратенько по всем вопросам. Если же вы видите, что, допустим, вот проверили вот все показатели, про которые мы проговорили, и все равно продолжаются какие-то пищевые отклонения от нормы у лошадей, значит, вы должны уже понимать, что нужно обратиться к специалистам и проконсультироваться уже непосредственно со специалистом по кормлению. Ну, вот так вот кратенько. Надеюсь, что ваши лошади будут здоровы и будут доставлять вам только радость. Успехов!